Еще один дольмен интересный находится в поселке Широкая Щель. Так же, как и в поселке Возрождение, на внешней стороне дольмена сделан такой вот стилизованный дополнительный портал. То есть получается как бы портал в портале. Причем интересно, вот эта вот структура напоминает так называемые двери в камне. И в Перу есть, и в Мексике, и в других странах. Прямо в скалах выдавлены вот такие же вот порталы, стилизирующие вход как бы в иной мир. Причем с ними связано очень много легенд. Якобы в древние времена знающие люди-шаманы умели вот эти порталы открывать и с помощью вот таких вот каменных врат проходить в иные измерения. Ну, это, конечно, похоже на сказку, хотя на самом деле мы не знаем, чем обладали наши предки, какие технологии не знали. Некоторые считают, что вот это изображение как бы женского начала, там, груди женщины, богини Мары. Я считаю, что все-таки это какие-то иные знаки, связанные с подсказкой, что делает данный дольмен. Не думаю, что это какое-то женское начало, слишком, мне кажется, это примитивно. Должна быть какая-то другая технология. Две точки, это может быть что угодно, это и дуальность мира может быть, и какая-то подсказка, там, может быть какая-нибудь частота опять обозначена, может быть какой-то код. Ну, какой-то все-таки, скорее всего, технический символ, который обозначает, как работает данный портал. Может быть просто элемент украшения какой-то. Сейчас очень много вокруг порталов легенд, что якобы одни порталы женская энергия, другие мужская энергия. На самом деле все это надумано, придумано. Нет ни одного прибора, который, во-первых, позволит бы это измерить, а во-вторых, все наши чувства настолько не субъективны, что очень часто нас обманывают. На самом деле, зачем служили порталы, мы не знаем. Но вот такие вот у нас загадки есть интересные. Да, дольмен, конечно, крайне интересный. Опять же, на многих дольменах, вот замечали мы, присутствуют на лицевой, причем только, как правило, на лицевой стороне, вот какие-то такие вот как вкрапления, вот как точечки какие-то. Причем непонятно, как они сделаны, как капельки какие-то, как будто вот взяли сюда и кусочки то ли металла, то ли камешков как-то вот взяли, выдавили. А может быть, это просто кипела порода, либо когда, другой вариант, например, когда, если мы предположим, что эту плиту все-таки отливали, она там лежала, предположим, еще кверху вот этой поверхности, может быть, на нее случайно там упали какие-нибудь капли с дерева, или прошел дождь, вот так вот, пока еще поверхность была мягкая, вот так вот спучила, и она застыла. Но это наше предположение, зачем на самом деле служат вот эти точки, и вообще, может, нужны ли они на самом деле, мы толком не знаем, может, это случайная игра природы или мастера. Вот такая загадка есть. Причем, опять же, очень не у многих дольменов сделана вот именно такая еще окантовочка входа. Вот у нас сохранилась еще. И по нижней части, кстати, вот идет тоже окантовка. Ну и да, дольмен немножко, конечно, сейчас уже разошелся. Но вот тут вот до сих пор четко, да, вот видны в камнях вот эти вот пазики. То есть дольмен собирался как конструктор лего. В боковых стенках делались пазы, и все, когда эта структура собиралась, верхняя крышка придавливалась, он собирался в такую вот монолитную конструкцию, как лего. Но со временем, опять же, он уже разошелся, хотя, я думаю, пытались его, видимо, сдвигать, что-то там открывать, вот пробку достать, может, взрывать пытались. Но вот зато теперь нам видна вот система сборки дольмена. То есть вот они пазы. Чтобы дольмен не развалился, собирали его вот так вот стык в стык, то есть плита уже не могла выпасть вперед, боковые стенки поддерживали за счет плиты, и вот получался такой прочный монолит, практически нерушимый. Вот такая вот интересная конструкция. Ха! Ха! А вот что это такое? Говорят, что это расположение звезд, возможно, вот этих упырых, соль. Угу. Ну, они, видишь, как я думал, вкрапления камней. Но они еще, видишь, они должны были вот как, интересно, кстати, как на карте быть. Вот здесь, вот, кстати, очень интересно. Такое впечатление, что какая-то другая фактура вкраплена. То есть, если, опять же, этот дольмен отливали, вот, похоже, какая-то другая фактура. Смесь какая-то была. Хотя сложно сказать. Конечно, чтобы все это узнать, нужно откалывать кусочек, относить на анализ, чтобы геологи посмотрели, либо это песчаник, либо это какая-то композитная смесь. Тоже, конечно, нужно определить, что это. Но опять же, вот нигде не видно следов откалывания. То есть монолитная структура такая вот. Опять же, если бы это откалывали откуда-то, ну, во-первых, были бы видны следы обработки. А вот здесь вот, кстати, очень интересно. Вот здесь вот видны камешки.
То есть в этот песчаник вкраплены камни. Это вот как делают, когда песчано-гравийную смесь, чтобы структура была плотной. То есть похоже, что все-таки это какая-то отливка. Вот они, камушки внутри находятся. То есть, видимо, перемешивали с камнями, чтобы вот эта плита была попрочнее. И здесь то же самое. То есть, возможно, все-таки плиты-то эти отливали. Опять же, предположение, нужно как-то это делать анализ. Интересно. Сейчас мы находимся в поселке Возрождение. Это самое знаменитое место, где находится 3 дольмена. Но надо отметить, что эти дольмены восстановлены археологами. А раньше, в 50-60-е годы, на этом месте находился колхоз. Выращивали яблоки, фрукты, ягоды и, в общем, разную сельскохозяйственную вкусную вещь. Во время освоения этого места были найдены вот фрагменты вот этих дольменов. Причем вот самый крупный дольмен, который находится в центре, вот этот вот, он был фактически по самую крышку закопан в земле. Пригласили археологов. В советское время еще нормально финансировали все археологические раскопки. В течение, по-моему, 10 лет здесь проводились раскопки вот этого места. То есть территория была расчищена, было найдено огромное количество фрагментов нескольких дольменов. И потом по реконструкциям, по подборам, скажем так, камней, сначала вот этот первый дольмен восстановили, создали вот этот дворик, а потом начали восстанавливать вот этот вот крайний дольмен. Причем при восстановлении, видимо, не совсем правильно собрали камни. Там вот, можно, когда мы подойдем, увидим, там огромные щели присутствуют. На самом деле, естественно, когда дольмен только строили в древние времена, естественно, никаких этих щелей не было. Самый интересный дольмен находится вот там вот чуть подальше. Первые 2 слоя у него сохранились, ну, фактически в идеальном состоянии. Идеальная круглая камера. Вообще, чем интересно это место, здесь как раз находится 2 типа дольменов. Это составной дольмен, как мы уже видели ранее, и так называемые круговые дольмены, которые состоят из полукруглых таких блоков. То есть получается как бы чаша такая. Сейчас подойдем, посмотрим. Точно есть уфологи, исследователи, у нас и урологи, оказывается, сегодня. Да, ну да, понятно. Так, сейчас мы идем еще к одному интересному дольмену, который сделан в форме чаши такой круглой. У него есть одна особенность, сейчас мы эту особенность увидим. Он, конечно, разрушил. Может быть, поэтому его разрушили, потому что он слишком хорошо работал. Вот такие дольмены обычно называют корытообразно составные, ну потому что они вот в форме корыта такого. Но вот здесь вот очень хорошо видно, насколько наши предки великолепно умели работать с камнем. Мы вот во время прошлой экспедиции, когда я снимал фильм «По ту сторону дольменов», пытались вот в щели между камнями просунуть лезвие ножа. Невозможно. Настолько хорошо камни подогнаны друг к другу, туда даже бумажку не просунуть. Подгонка идеальная. И опять же вот возникает вопрос. Вот если нам говорят, что этим дольменам 5-7 тысяч лет, это медный век у нас, по-моему. Да, Игорь? Иди сюда. Да, это эпоха неолита. Да, то есть получается, что обрабатывать эти дольмены можно было медным инструментом только. Но опять же вопрос, бронза, да, как они настолько хорошо отшлифовывали камни, что они идеально стоят. То есть они фактически замок в замок. Есть какая-нибудь бумажечка? Ну, давай попробуем просто ради эксперимента попытаться в щель просунуть бумагу. По уровню иранской классики. Ну да, давайте, да, проведем эксперимент с 50 рублями, посмотрим. Ну вот, да, просовывать, ну дальше не идет. То есть подгонка, она идеальная получается. Все, дальше не идет. Так. То есть это надо понимать, что, во-первых, для того, чтобы вот так камень подогнать, нужно иметь определенные инструменты, которые позволят на протяжении всего камня сделать идеальную шлифовочку такую. Опять же вопрос. Камни эти высекали или их все-таки отливали на месте? Вот мы были на дольменах в Анастасиевске, там тоже корытообразный дольмен, но там четко видно, что дольмены они отлиты были. Потому что в камнях, с одной стороны, дольмен откололся, и видно, что там каверны воздушные. А возникает это в том случае, когда заливают такую густую массу, воздух не выдавливается еще до конца. Пузырьки остаются. Да. Да, вот нам подсказали, что остаются пузырьки. Большое спасибо нашим комментаторам. Еще один интересный такой момент, если мы на других дольменах обязательно посмотрим. Очень часто задают вопрос исследователи дольменов, а почему дырка не идеальная?
дырка, она, как правило, в форме яйца, просажена сверху. А происходит это, опять же, почему? Когда дольмен начинают создавать, а вот эта масса, она еще не полностью застыла, она под действием тяжести начинает проседать. И, соответственно, круглое отверстие, которое, скорее всего, изначально делали круглым, оно начинает немножко сплющиваться, потому что масса еще не застыла, идет осадка материала, ну и, соответственно, отверстие начинает приобретать форму вот такого вот вытянутого овала. Причем, опять же, мы когда проверяли, ездили, мы объездили тогда, по-моему, дольменов 50 посмотрели. А интересная одна особенность есть. Вот эти все отверстия, они имеют примерно одинаковый размер, равный числу π. То есть 314, 315, 316 миллиметров, как правило. Дань, иди сюда. Дай-ка я тебе тоже пару Надо было вопросов задаю. рулетку взять. Да. Дань, вот как ты думаешь, вот этому дольмену, по некоторым данным, 5-7 тысяч лет. На самом деле толком никто сказать не может, потому что с датировками таких объектов всегда и сложно. Но примерно минимум 5000 лет. Вот как ты думаешь, как могли люди 5000 лет назад, когда еще не было ни подъемных механизмов, ни серьезных там станков, которые позволяли бы вырезать вот это все. Как это можно было сделать, Дань, как ты думаешь? Ну, твое мнение. Как думаешь, это вырезали или отливали все вот это вот, всю эту красоту? Вырезали, похоже. Думаешь, а почему ты думаешь, что вырезали? Вот. Ты, кстати, внутрь загляни, понимаешь, вот Вырезать такой закругленный блок — это достаточно большая проблема. тут вот Я сложность-то еще в чем? Видите, Он все же вот реально эти камни, круглый они внутри. скругленные. То есть, когда вот эта вся система вырезалась, нужно было еще ведь учитывать, чтобы вся вот эта вот кривизна совпала в идеальный круг. А если мы встанем сверху, посмотрим, круг-то реально идеальный получается. Причем, опять же, интересно, своеобразная технология какая. Внизу пол-то он как бы неровный почему-то. То есть просто притащили большие плиты, а скорее всего, наверное, вот это была одна плита, она просто видимо, да, она потрескалась просто от времени. Может, ровно. И на нее сверху уже начали ставить вот эти блоки. Причем вот этот дольмен, Ну, сам по себе Да. не мог разрушить его. причем вот этот дольмен, он тоже был восстановлен. Я вот разговаривал тут с директором колхоза, который как раз отвечал за все эти земли, и как раз участвовал в восстановлении вот этого комплекса. Он сказал, что фрагменты вот этих дольменов, они вот здесь были вообще по площадке разбросаны. Такое впечатление, что их или взорвали, или как вариант другой. Возможно, здесь произошла какая-то климатическая катастрофа. Может быть, шел какой-то сильный сель. Землетрясение. Да, землетрясение может быть какое-то. Но если бы землетрясение было, их бы так бы не раскидало. Скорее всего, видимо, шла какая-то или волна, или какой-то поток был, и камни раскидало по территории. Причем, если вот мы сейчас пройдем вот здесь вокруг, здесь, скорее всего, это очень похоже, лежат фрагменты как минимум еще одного дольмена. Потому что тут вот по кустам вот эти блоки, они все разложены. Но самое интересное, дольмен большой, вот он в диаметре где-то 2 метра. Крышка где от него? Крышка должна быть тоже 2,5 метра, 3 крышки-то ведь нигде нету, то есть ее или взорвало, или унесло куда-то. Скорее всего, видимо, взрывали. Да, скорее. Может, была, опять же, знаете, вот как мы все время рассуждаем, и коллега мой Кунгуров говорит, и другие, скажем так, специалисты, которые занимаются исследованием прошлого, возможно, действительно, здесь была какая-то древняя война с применением какого-то разрушительного оружия, и это место подверглось разрушительному удару. Игорь, что-нибудь вот про это можешь рассказать? Просто есть такие версии, что в древности была война, и все вот эти объекты пострадали не от, скажем, каких-то там селевых потоков, не от землетрясения, а целенаправленно подвергались бомбардировке мощным древним оружием, вот как описано, например, в тех же самых Махабхарате. Эту тему не особо поддерживаю, если честно. Вот, конечно, война была, скорее всего, потому что есть города разрушенные, которые несут в себе следы радиоактивного загрязнения. Вот, и это уже доказано, что Харапа, например, что, значит, как второй город назывался? Мохенджидара, да. Вот, они все были разрушены с помощью какого-то очень мощного воздействия, которое описывается как раз в Бхагавад-гите и, в общем-то, во многих индийских трактатах древности, которые говорят вот о войнах богов, где участвовали как и люди, как и некие существа, которые присутствовали тогда на Земле, значит, рептильного такого плана. Ну и вот в результате этих войн многие такие памятники пострадали.
В общем-то, это прослеживается и на берегах озера Титикака, там, где находится город Пумапунку. То есть тоже разрушенных очень много зданий из таких вот мегалитических блоков. Культура их строительства еще более высокая, чем вот культура дольменов, потому что дольмены все-таки эти были такими постройками, которые вписывались именно в ландшафт. То есть они вот, если на них смотреть, они как бы очень гармонично смотрятся на фоне природы, и их поверхность, она очень похожа на поверхность природного камня. Тут не добивались какой-то очень четкой, значит, красоты, хотя на некоторых порталах, вот, порталах дольменов, мы видим вот эти рисунки арок, которые, в общем-то, достаточно аккуратно сделаны, вырезаны. Так что, в общем-то, видно, что это был такой рисунок хорошего мастера. Вот. Поэтому, в общем-то, разрушенные дольмены, то, что мы сейчас наблюдаем, в принципе, они могли бы, конечно, пострадать вот в результате таких, скорее всего, военных действий. Тут еще есть такие интересные легенды в этих местах ходят, что вот эти вот дольмены создавались некими великанами. Якобы тут жило племя маленьких людей, таких карликов-гномов, и жило племя великанов, которые вот помогали карликам строить такие, как их называли, хатки. Версия, конечно, такая сказочная, мифологичная, но что самое интересное, вот за последние несколько десятилетий вот в этих местах действительно периодически находят кости очень рослых людей. 3 метра, 3,5 метра. То есть легенда о великанах может быть, скажем так, достаточно жизнеспособна. Потому что если, да, действительно существовало племя каких-то очень рослых людей, а в истории мы знаем, что да, были находки людей там и по 5 метров и выше, то становится понятно, как вот эти камни могли перемещать. Потому что, в принципе, для людей 3-3,5 метра создать вот этот комплекс намного проще, чем вот для нас, людей средним ростом 1,70 м. Там как бы и сил побольше. Но в любом случае, все равно, даже версия с великанами там, и с какими-то там мистическими технологиями, которые позволяли перемещать камни, объясняет все равно, для чего нужны были вот эти вот сооружения. А мы идем дальше. Мы когда мы на Пшаде, когда ездили, снимали, с местными тоже общались, говорит, мы, говорит, еще когда вот дольмены только начали разрушать, здесь же очень много дольменов взорвали после войны, тоже непонятно зачем. Да. Мы, говорит, в одном из дольменов, говорит, плита, говорит, качалась, мы, говорит, плиту подняли, а там, говорит, маленькая камера сделана, и, говорит, сосуд какой-то стоит. Мы, говорит, сосуд раскрыли, а там, говорит, вино. Говорит, видимо, настолько древнее, оно, говорит, уже в желатин превратилось. Мы, говорит, кубиками это вино порезали, говорит, растворяли в чае и пили. Говорит, очень, говорит, хорошее вино, правда, не знаем, сколько тысяч лет оно там уже стоит. На самом деле непонятно, почему говорят, что это место захоронений. Потому что есть такое понятие вторичное использование, как говорят археологи. Да. То есть, это вот знаешь, вот сейчас это самое, вот после войны церкви, когда начали, вернее, после революции церкви, когда начали строить как склады и прочее, археологи бы раскопали вот церковь какую-нибудь, увидели там зернохранилище, сказали бы, в церквях хранили там, это были силосные какие-то хранилища. А здесь точно так же. В древние времена строили для каких-то своих целей, мы не понимаем для каких. Потом пришла другая цивилизация, удобно использовать как могильники, да, туда можно людей положить, захоронить. Соответственно, археологи приходят, начинают говорить, скорее всего, это были захоронения. Но если взять процентов, по Краснодарскому краю где-то порядка 3000 дольменов известно. Процента 2-3 только находят захоронения. То есть это просто... я слышал, что находили, но они не соответствуют времени. Да. Сколько лет им, есть, сколько, 5000? Тоже разная датировка идет. От 5 до 7 дают тысяч лет. Да, действительно, чем этот дольмен интересен, здесь сразу несколько технологий мы видим. Во-первых, это классический так называемый составной дольмен, то есть боковые плиты, нижняя плита, это плита основания, на которой покоится все это сооружение, естественно, верхняя крышка, которая, как верно отметил Игорь, весит 15 тонн. Причем 15 тонн это на обломанном состоянии, потому что у нее от пола достаточно массивный фрагмент, который, кстати, позволяет сейчас проникнуть в камеру дольмена. А в камере этого дольмена, так же как на внешних стенках, присутствуют такие вот волнообразные какие-то символы. Причем, что интересно, они не выцарапаны, такое ощущение, что они как будто выдавлены. То есть есть такое понятие выпуклые, впуклые, вот они именно выпуклые, как будто дизайнер, который это делал, специально там из какого-то мягкого материала вот этот рисунок нанес. Мы сейчас попробуем тоже сфотографировать. Опять же, что интересно, у этого дольмена сделан так называемый дополнительный портал. Тоже вот он
выдавлен как бы на стене, а некоторые камни, из которых состоит этот дворик, содержат какие-то непонятные такие выпуклости, как ну, назовем их такие, как пупочки. Зачем они нужны, тоже непонятно. Но мы вот такие вот пупочки, такие вот носочки находили и на многих других дольменах. Пойдемте посмотрим. На боковых стенках вот видно зигзагообразный рисунок, поднимающийся вверх. С обеих сторон причем. А на Нексисе в дольмене там внутри идет вот этот зигзагообразный рисунок и вот такие вот два символа тоже, поднимающиеся вверх. Причем одна под рисунком как бы снизу приходит, а вторая над рисунком сверху. То есть это говорит о том, что значит, нижний мир душа уходит, а верхний мир душа приходит. Когда вот речь шла о перерождении в роду, как раз вот это вот показывает, на какой день значит, приходит и уходит душа. Это 40-й Ну, день. Игорь, на самом деле тут может быть другие версии быть. Может быть, это здесь определенная частота показана, которой этот дольмен работал. Знаешь, вот подсказка. А может быть это все связано? Может быть, да. Может быть как раз вот эти энергии, они связаны с энергией человека. И они это дело как раз очень хорошо У нас у улавливают меня, в потому этих что вот один местах. случай странный был. Мы вот когда работали, снимали фильм на этих дольменах, ну, мы в основном ходили и снимали внутри монолитных дольменов. Вот у меня и моего оператора ночью произошел очень странный случай. Так получилось, что мы в течение суток почти по часу каждый провели внутри дольменов монолитных. Причем дольмены очень интересные, они вот такие вот, часто посещаемые туристами. Хоть и говорят, что там энергия, ну тут энергию все растащили уже, тут, может, людей очень много. А есть дольмены, вот они такие стоят особнячком, вот туда приходишь и чувствуешь, вот, знаешь, что-то есть. И вот в итоге мы поработали на этих дольменах внутри, приходим уже в наш лагерь, который тут находился в поселке Возрождение. И ночью у нас происходит ситуация, вот как в фильме «Солярис». Сначала ночью ко мне пришел мой умерший родственник, которым очень дорожил. Причем настолько это было явно, вот человек как будто рядом был живой. Я, честно говоря, даже испугался, потому что я ощутил теплую плоть этого человека. Утром просыпаюсь, у моего оператора так тоже настроение какое-то непонятно расстроенное. Я говорю, ты проснулся, что ли? Нет, говорит, у меня там ночью сон был странный. И у него произошло то же самое. Он ночью видел своего умершего отца, который к нему также приходил. То ли это совпадение, то ли действительно вот в этих местах происходит, как бы, знаете, говорят, вот расширение частотного диапазона восприятия пространства. Ну, в общем, что-то с нами вот мистическое произошло после посещения дольменов. Поэтому действительно версий может быть много. Может быть, действительно, эти дольмены там позволяли как-то общаться более широко с этим миром. Может, они лечили, может, они использовали для хранения продуктов. Может быть, это были просто как система украшений. Мы не знаем, что это такое. Но некоторые странности вокруг дольменов все-таки происходят. Как раз посмотрим. На некоторых камнях есть такие странные выпуклые структуры. Ну, мы их условно назвали пупочки, хотя непонятно, конечно, по идее пупочки они должны быть впуклые, но наши пупочки выпуклые. То есть они наоборот немножко будут. Сейчас подойдем посмотрим, потому что действительно вот эти вот структуры, они повторяются на многих дольменах. Вот, когда здесь были высокие стены, жрецы по этим пупочкам, зная, где они находятся, ставили ноги и залазили наверх. Очень Ну, быстро, тем не как менее, по да, непонятно. То есть вот на многих камнях, на разных дольменах, Да. причем по всему Краснодарскому краю, почему-то вот сделаны такие непонятные выступы. Для чего они были сделаны? Может быть, за них как-то эти камни таскали, там, может быть, что-то Может быть, там. когда он был мягкий, вот Либо, этот вот технологический. самое что логичное, ты знаешь, вот это как система Лего. Чтобы камень не шатался, его, скорее всего, надо перевернуть. Удобно собирать вот эту конструкцию, если вот в нижнем камне ты делаешь выемку, а вот этим пупочком как раз туда ставишь. У тебя получается жесткая Здесь именно сцепка. на боковых камнях. Вот, кстати, в этом Игорь, джубге там понимаешь, тоже. проблема в чем? Вот эта вся структура, она собиралась уже потом. То есть все эти камни были разбросаны. Археологи, когда это место восстанавливали в 70-х годах, они положили как попало. Он, может, наоборот, должен вот так вот вниз лежать. Я, например, думаю, что все-таки он вот так вот стоял. Потому что в джубге тоже есть камни, там не переразбирался дворик, он такой и был. Тоже с И тоже с пупочками, такими пупочками. Их там 3 или 4 штуки по разным сторонам. И, в принципе, они действительно похожи на лестницу. То есть, если человек, например, вставал на один пупочек, потом там второй ногой он там опирался на второй, он мог вот по гладкой стенке подняться. соскользнешь. Ну, Я бы вот не рискнул по таким пупочкам забираться. в принципе, да, слишком он, конечно, для нашей ноги маленький. Вот, кстати, второй пупочек. Вот. Да, вот второй пупочек как раз. Да. Тоже на таком же камне, вот, за кустиком розы. Вот его можно здесь наблюдать. Вот он.
Может быть, где-то еще есть. Я вроде не стал, тут только два нашел. Ну и вот, конечно, сейчас мы подойдем, туристы немножко тут в сторону, и посмотрим вот те вот замечательные рисунки. Причем вот особенность вот этих рисунков, намного проще было бы делать их давленными. То есть взял какой-то инструмент, выцарапал, а здесь именно объемные, они выпуклые. Сделать такое можно, ну, как минимум двумя способами. Если счистить каким-то инструментом все лишнее, но опять же мы на камне не наблюдаем ни следов никакого абразива. Потому что если мы говорим, что это все делалось в бронзовом веке, это примитивный, достаточно мягкий бронзовый инструмент. Он все равно следы должен какие-то оставить. А здесь такое впечатление, что либо сделано методом лепки, то есть взяли какой-то мягкий материал, размягчили, и вот этот вот портик, его как бы налепили, потом шлифанули. Либо целиком всю эту структуру как-то отливали. Либо поверхность была мягкая, как пластилин. Вырезали рисунок, все лишнее просто вот так вот прям ладонью, можно сказать, удалили. И остался такой выпуклый рисунок. Вот. Да, самое что интересно, вот опять же, вот тот человек, который занимался реконструкцией этого места, рассказал, что когда они вот делали здесь раскопки, а здесь работали археологи питерские, они нашли какой-то очень странный инструмент, он его даже описать не мог, говорит, по виду, как говорит, какое-то вот что-то наподобие плуга, говорит, вот такая вот железяка сложной формы, говорит, пытались ее разделить на две части, одну часть хотели оставить в музее в Геленджике, а другую часть хотели увезти в Питер. Взяли, говорит, болгарку, начали пилить, болгарка, говорит, вот этот металл не взяла. Но они предполагают, что они как раз нашли один из тех древних инструментов, с помощью которого вот могли как раз вот что-то вырезать, что-то подравнивать. Банально древний какой-то скребок нашли, знаете, вот мастерок. А его вез питерский археолог с собой, мы так в конце не можем найти, потому что как бы, это давно было, почти 30 лет назад. Я думаю, скорее всего, где-то там в запасниках, где-то в Питере хранится, а где хранится, наверное, даже и не... Ну, знаешь, вот как бывает, не вписывается, как там, 5000 лет назад какой-то металл, который ничем не разрез, естественно, не вписывается его как куда в экспозицию положить. Естественно, где-то в запасниках он там лежит. А давайте же как-то объяснить позицию археологии. Они этого сделать не могут. Поэтому проще спрятать. Ну, то есть вот, да. Опять же, если бы здесь выцарапывали как-то, здесь нет следов инструмента, вот она единая поверхность, и вообще как это вот сделано было, непонятно. Даже вот эти рисунки, как будто вот просто взяли, вот так вот провели, как бы. По-мягкому, да. Потому что, опять же, следов-то инструмента особо нет. То есть, как будто какой-то мягкой то ли палочкой, то ли каким-то инструментом взяли и выскоблили вот так. Вот на той стороне лучше видно. Ну вот, как вот это-то, конечно, делали. Причем, посмотри, сделано так аккуратненько. Причем очень похоже, что вот эта часть, она похожа на штукатурку. Так вот, да. Она имеет определенный слой, отваливается. Вот. Я через дырку пролез. Камень, как бы, вот он имеет определенные слои. А скорее всего, да, какой-то мягкий за материал типа штукатурки делает, он и начал облупливаться. Видишь, и вот нижняя часть дольмена тоже, видишь, это тоже тут облупилась. Да, хотя материал одинаковый совершенно. И вот здесь тоже, скорее всего, смотри, тоже облупляется, как штукатурка. Кира, залезь наверх. То есть явно наши предки обладали каким-то секретом размягчения камня. Так и вообще вот здесь даже посмотри, вот такое ощущение, что это вот как раствор. Да вот, то-то и оно, что пластичность была у этого песчаника. И с той стороны та же самая беда. То есть он там тоже начал уже штукатурка облупляться, но тут, по крайней мере, с этой стороны рисунок лучше сохранился. Да, тоже вот. Ну вот опять же, смотри, как интересно видно. То ли заливали плохо, то ли камешки попали, когда заливали. Видишь, вот выкрашилось. Ну да. То есть, скорее всего, все-таки заливали все. Поры здесь, видишь. И даже, понимаешь, вот здесь, смотри, в чем прикол. Если бы все-таки это вырезали, как говорят археологи, что вот эти камни вырезали, но здесь были бы следы инструмента. А здесь такое впечатление, что была послойная заливка. То есть вот заливали, какая-то была такая не очень ровная форма. Опалубка была такая, как бы неровная, может даже доска. А вот, кстати, сейчас можно послушать дольмень. Дольмень как раз сейчас проводит, видимо, эксперимент. Играют на каком-то музыкальном инструменте. А некоторые дольмены, они вот начинают гудеть. О, народ на мотоцикле есть. Вот мы сейчас начинаем заходить в очень интересное место, которое называется Долина Тысячи Курганов. Вот сейчас человек проедет, расскажу немножко, что это такое. Вот сейчас уже и слева, и справа, вот уже даже справа, вот эти вот холмики, это не просто холмики, это уже начинаются курганы. То есть везде здесь находятся какие-то древние захоронения. Причем, что интересно, они вперемешку с дольменами. Под некоторыми курганами вот находятся зарытые дольменчики. Сейчас мы чем дальше будем идти, тем этих курганов будет становиться все больше и больше. Причем некоторые курганы за последние там 50 лет,
Ну, видимо, черные археологи пытаются разрывать, ищут какие-то сокровища, но, как говорят археологи, здесь просто костные останки, никаких сокровищ тут никто никогда не видел. Ну вот, например, вот это уже начинаются древние курганы. Как их обычно делали? Выкапывали яму, делали захоронение, сверху обычно тоже делали навал из камней и потом засыпали землей. Обычно в таком захоронении от 5 до 10 костных останков находят. Вот тоже дальше курган начинается. То есть мы сейчас идем фактически по древнему могильнику. Помнишь, на Пшаде раскапывали эти курганы, там археологи. И внутри находятся маленькие дольменчики. Там внутри кургана. Угу. И в этих дольменчиках находится как раз посуду, оружие, там сабли какие-то. То есть это уже, видимо, более позднее. Но опять же, понимаешь, а здесь такое огромное количество захоронений, значит, здесь либо какое-то огромное поселение было, Да. либо, знаешь, вот как сейчас у нас, где-нибудь там в стороне от города делают огромное кладбище, там несколько десятков тысяч человек лежит. Может, наоборот, сюда специально свозили. Но вообще, фактически, сейчас мы идем по древнему могильнику. Да. Потому что вот курган, Всё это вот курган, впереди да. курган. Вот это вот, все вот эти холмики, это все курганы. То есть мы сейчас по кладбищу по древнему идем, которому тоже несколько тысяч лет. Либо это черкесы, либо это подыги вот такие. Песню послушаете? Да. Что вам спеть? Что-нибудь древнее или что-нибудь лирическое? Древнее, если можно. Есть такая красивая песня о Китежграде. Это был в древности такой волшебный город. Вот у меня тут есть места, кто хочет, может рядышком сесть. Во времена то были стародавние, былинные, изначальные. Посреди равнин бескрайних, в глубине лесов дремучих, было озеро светлоярое, бездомное, бескрайнее. На острове в центре озера град стоял белокаменный, белокаменный славный Китежград. Люди жили там сердцем добрые, нравом чистые, душой открытые. Что не девица, то красавица, что не молодец, витязь храбрый. Целый день в трудах были праведны, кто за плугом шел, а кто в кузнице. Вечерами же в славном Китеже пир стоял горой, пряник сахарный, да звон малиновый. Эх, гусли мои, самогоды мои, в гусли стану я играть, ноги просятся плясать. Ой, пляши, душа родная, веселися весь народ, всю округу созывая, мы поводим хоровод. Эх, гусли мои, самогоды мои, в гусли стану я играть, ноги просятся плясать. Солнце всходит на рассвете, а луна в ночной тиши, но милее всех на свете чудный свет твоей души. Эх, гусли мои, самогоды мои, в гусли стану я играть, ноги просятся плясать.
Гусли – древний инструмент, на котором играли ваши дедушки и бабушки тысячелетия и тысячелетия тому назад. Я 18 лет уже играю на гуслях и записал несколько своих дисков, а по субботам и воскресеньям у нас здесь проходят хороводы на Большой Поляне в 8 утра. Так что приходите. Вот здесь вот на кургане как раз хорошо видно. То есть делалась сначала обкладка из камней, то есть основа вот этого захоронения. Потом уже, ну как правило, в центре делалось углубление. Вот так вот камешками захоронение обкладывалось. Вот как раз вышла на поверхность вот эта старая обкладка. Ну и потом уже присыпали землей. И получался такой прочный курган, который вот стоит уже несколько тысяч лет. На самом деле толком даже никто не знает, сколько ему там, 2, 3, 5 тысяч лет. Говорят, что каждый, кто приносил по камню, кто вот приходил на похороны, и чем больше получался курган, тем больше людей приходило. То есть, получается, больше родни было. Да, тем знаменитее да, был человек, как бы более высший по статусу. Крокодил на лапках. Ну, тоже интересно. Можно погладить, 50 рублей фото. Кусочки мяса такие ходят. Ой, скажи. Хочешь крокодила сфотографировать? Не хочешь? Ну ладно. Это скажи, для меня еще не мясо. Вот так вот. Тут, оказывается, даже рептилоиды ходят, вот маленькие. Все, нам на РЕН-ТВ не верят, что рептилоиды. Вот сейчас как раз только что мы встретили маленького рептилоида, и нам даже предложили с ним сфотографироваться. Но мы не стали рисковать, потому что рептилоиды, говорят, обладают разными инфекционными инопланетными заболеваниями, которые на Земле лечатся с большим трудом. Поэтому мы не стали рисковать. Вот некоторые курганы в этой местности черные археологи пытаются раскапывать, видимо, хотят найти какие-то несметные сокровища там сарматов или каких-нибудь там древних гиперборейцев. Ну, это я шучу, конечно. Но на самом деле есть вот такая вот беда, что люди приходят, занимаются несанкционированными археологическими раскопками. Фактически разрывают могильники. Ну вот как раз мы сейчас стоим на вершине одного из крупных курганов и видим, что пытались его раскопать. Причем раскапали его недостаточно давно, дерево уже проросло. Но, как правило, в таких захоронениях ценностей никаких нету. Ну, как говорят археологи. Но, тем не менее, вот такая печальная действительно существует, что часто очень такие места подвергаются набегам черных археологов. Обычно сверху копают. Хотя все это делается на самом деле не так. Археологи профессиональные, они обычно сбоку шов пробивают. Но вот таким грабительским способом пытаются достичь того, что лежит там. А там лежат кости человеческие. Тех людей, которые жили здесь тысячи лет назад, со своей культурой, со своей историей. Ну, вообще, конечно, такие места нужно как-то, во-первых, не очень хорошо, здесь сейчас туристов очень много. Люди шумят, кричат. Все-таки надо к таким местам как-то с большим уважением относиться. И уж ни в коем случае не ставить вот такие вот всякие домики, продавать здесь какие-то сладости, какие-то сувениры. Все-таки это большой могильник на протяжении нескольких гектаров. Тут надо немножко по-другому себя вести. Но это мое личное мнение. А сейчас мы пойдем чуточку дальше. Здесь на этой территории находятся еще 3 дольмена. 2 разрушенных, а 1 фактически целый. Причем, опять же, как нам рассказывали местные жители, дольмены в этой местности тоже зачем-то взрывали. Вообще какая-то тенденция странная. Если вот мы уже посмотрели несколько дольменов, кто-то целенаправленно взрывает в Краснодарском крае дольмен. Ну, не сейчас, это давно было, но тем не менее, сейчас мы увидим опять же 2 взорванных дольмена. Идем дальше. Мы сейчас дошли до очень интересного места. Не совсем понятно, то ли здесь был какой-то древний огромный мегалитический комплекс, то ли действительно это вот то место, где из земли, по данным археологов и геологов, раньше выходили особые виды глин, которые со временем начинали застывать. И по мнению некоторых исследователей, как раз вот из таких вот глин строились плиты дольменов. Вот если мы сейчас подойдем поближе, увидим, что вся эта скала, она вообще как будто вылеплена из пластилина, из мягкого камня. То есть, видимо, здесь как раз несколько тысяч лет назад вот эти вот, как-то их, какие-то, в общем, глины выходили, мы потом посмотрим, точно скажем, застывали и образовывали вот такие вот невероятные структуры. Либо действительно это был какой-то комплекс, созданный вот из мягкого камня. Возможно, наши древние предки обладали этой технологией создания, но сейчас мы же сможем всякие растворы делать. Может быть, в древности была какая-то технология, которая позволяла измельчать вот этот песчаник, смешивать с каким-то еще составом затвердевающим, и получались вот такие вот
Совершенно невероятная структура. Но тут вот прям видно, что вот камень, он просто пластичный был, и со временем просто застывал. Потому что, ну как вот иначе? Особенно вон там хорошо видно. Вот такая вот структура, она, как правило, образуется как раз когда камень начинает постепенно застывать, доставать, и вот подсыхает, начинают такие вот красивые трещинки образовываться. Вот здесь вот прям видно, что скала тоже была в свое время пластичной. Надо в профиль ее показать. Как будто кусок застывшего пластилина. Хотя, может быть, действительно здесь какой-то комплекс был, потому что если вот посмотреть выше, там тоже эти плиты лежат, такое впечатление, что здесь то ли монумент какой-то находился, то ли какой-то, возможно, гигантский дольмен, потому что вся вот эта структура, вот, Горы свалили. да, вот как будто одна стенка, вот другая стенка, внизу тоже вон кусок стены какой-то стоит, возможно, какая-то была огромная постройка. Но видно, что сделано это все из пластичного камня. Не, ну вот видно даже, смотри, вот это вот места разломов камня, да, Мгм. вот эти. А вот эти сглаженные поверхности, они все явно технологические, то есть они сделаны были вот каким-то, как элемент какой-то статуи древней или какого-то строения такого, причем огромного размера. Все это вот разбилось на фрагменты. И вот эти обработанные поверхности, их сразу можно отличить от поверхностей разломов, вот, которые мхом покрыты. А вот на этих поверхностях как бы мох только в трещинах растет, на поверхности его нет. Это говорит о гладкости камня. Вот. И вот видно даже такие элементы, типа как будто вот так мастер каким-то этим инструментом делал такие бороздки на внешней части этой статуи. Причем, Игорь, мы точно такую структуру видели. Помнишь, когда ездили в Шапсурский район, в мастерскую дольменов? Там же тоже точно такие же вот камни, вот как будто вот из пластилина вылепленные. Вот отсюда сфотографировали.